Тема неопознанных летающих объектов и их возможного происхождения больше не является закрытой темой. Постоянно выходят новые статьи и сюжеты. Один из последних принадлежит отставному контр-адмиралу Тиму Голодету, доктору философии. Он опубликовал статью, объясняющую, как эти неопознанные летающие объекты могут представлять собой техническое оборудование, произведенное развитой внеземной цивилизацией. Всем привет! С вами Финнимор. В наши дни НЛО вызывает тревогу и не рекомендуется полагаться на правительство в получении какой-либо правдивой информации. Приятно видеть, что эта тема потихоньку выходит из области теории заговора. Однако я беспокоюсь о возможных попытках правительства манипулировать восприятием масс в отношении этого явления. Как это, по моему мнению, происходит с рядом других важных тем, но это еще предстоит нам выяснить. Я довольно долго погружался в предания о предполагаемых встречах с инопланетянами. Я нахожу захватывающим то, как тысячи историй могут подтверждаться друг другом, и я считаю, что встречи с предполагаемыми инопланетянами, хотя они и не могут быть проверены, являются важной частью нашего расследования для любого, кто хочет получить более широкое представление о феномене НЛО. Одной из областей, представляющих для меня интерес, являются истории, основанные на знаниях коренных народов всего мира, будь то истории из прошлого или более современные встречи, которые произошли, например, с коренными американцами. Ричард Вагамези, известный аджибвейский писатель и журналист из Вабасимунг независимых наций на северо-западе Онтарио, Канада, однажды писал: «Мои люди рассказывают о звездных людях, которые пришли к нам много поколений назад. Звездные люди принесли духовные учения, истории и карты космоса. Они передали нам их совершенно бесплатно. Они были добрыми, любящими и подали нам отличный пример. Когда они покинули нас, мои люди говорили, что они испытали невиданное одиночество». Доктор Арди Сикскиллер Кларк, почетный профессор университета штата Монтана, представитель племени Черокки-Чокта, в течение многих лет изучает звездных людей и собирает сведения о встречах между ними и коренными индейцами. В своей книге «Встречи со звездными людьми. Нерассказанная история американских индейцев» она подробно описывает многие из этих историй и объясняет, как ее увлечение звездными людьми возникло из историй, рассказанных ей ее старшими родственниками, такими как ее бабушка, когда она была ребенком. Книга наполнена множеством интересных встреч. В одной из глав она описывает историю, рассказанную ей коренным жителям Аляски, который, по-видимому, наткнулся случайно на инопланетянина посреди дороги во время сильной метели. Верный кодексу чести Аляски, он пригласил инопланетянина присоединиться к нему в своей машине, опасаясь, что тот замерзнет ночью при температуре минус 70 градусов ниже нуля. Его звали Росс, уроженец Аляски, и он слышал о Кларке и о том, как она собирает истории об инопланетянах из рассказов индейцев. Они встретились в ресторане, и Росс рассказал Кларк свою историю. Росс зарабатывал на жизнь, работая на снегоуборочной машине. И в эту ночь своей встречи он работал на 80-километровом участке во время ужасной метели, когда видимость была почти нулевой, а температура с холодным ветром колебалась почти на уровне минус 70 градусов ниже нуля. В своей книге Кларк описывает этот разговор между ней и Россом. Я, конечно же, пропустил большую часть, о чем спрашивала Кларк, и сосредоточился на самых ключевых цитатах Росса, описывающих эту встречу. Росс: «Мой партнер приехал с юга. Мы ездим обычно взад и вперед по этому участку шоссе, следя за тем, чтобы дороги были чистыми. Иногда мы ездим по 18 часов в день, иногда больше. Обычно мы встречаемся возле Лаки Гилла». Кларк: «Я узнаю это место, о котором он говорил. Это была гостиница на полпути, состоящая из бара, ресторана и сувенирного магазина». Росс: «Примерно через час после начала моей ночной смены мне позвонил Билл, другой водитель, и сказал, что впереди Лаки Гилла что-то светится. Он спросил, видел ли я это. Прежде чем я успел ему ответить, я вдруг увидел светящийся диск посреди шоссе. Он покрывал полные 2 полосы движения, был круглым, с ярко-оранжевыми огнями внизу. Я остановился в 20 футах от него, щелкнул фарами дальней и ближней. Пытался позвонить Биллу, но моя радиосвязь почему-то перестала работать.
Внезапно зажглись ослепляющие белые огни. Корабль двинулся беззвучно вверх и исчез в небе. Я наблюдал за ним до тех пор, пока он не скрылся из виду. Но это было недолго, потому что в ту ночь из-за шторма видимость была почти нулевой. Когда он исчез, вокруг меня воцарилась кромешная тьма. Просидев там какое-то время, я не мог поверить в то, что только что увидел. Именно в этот момент я понял, что двигатель моей машины не работает. Я никогда не глушил двигатель из опасения, что он не заведется снова при экстремально низких температурах, но он был включен. Затаив дыхание, я повернул ключ в зажигании. И, к счастью, двигатель ожил с первой попытки. Включив передачу, я продолжил двигаться вперед. Как только немного набралась скорость, я почувствовал удар под правым колесом, как будто я наехал на что-то. Это сильно напугало меня. Я подумал, что это может быть что-то из этого корабля. Остановив свою машину, я приготовился выйти наружу для осмотра. Когда нагнулся, чтобы затянуть шнурки потуже, то увидел, как рука протянулась вверх и ударила по боковому окну. Потом появилась и вторая рука. Это была самая страшная чертовщина, которую я когда-либо видел в своей жизни. Клянусь вам, на этих руках было всего по 4 пальца. Включив свет в кабине, я вдруг увидел лицо, которое внимательно смотрело на меня. Внезапно он повернулся и быстро побежал через дорогу к роще деревьев, где и исчез. У меня не было никакого желания следовать за ним. Оставить свой автомобиль в метель – большая ошибка, которая может закончиться смертельно. Я думал, что это конец, но это было не так. Внезапно это существо опять появилось посреди дороги впереди меня. Каким-то образом я понял, что ему было очень холодно и нужно было место для укрытия. Я предложил ему зайти внутрь моего снегоочистителя, но он отказался сесть в мой автомобиль. Он встал посреди дороги и сказал мне, что ему очень холодно и это моя вина. Сказав мне, что корабль улетел без него. Он был снаружи, когда я наткнулся на их корабль. В спешке, скрываясь с места происшествия, другие улетели без него. Я снова пригласил его в снегоуборочную машину, сказав ему, что должен продолжить очищать дороги и не могу просто так бросить его снаружи на морозе. Неохотно он вошел внутрь, но не так, как мы с тобой залезли бы внутрь. Он только что стоял посреди дороги, а в следующую минуту он уже сидел рядом со мной. Я бы солгал тебе, если бы сказал, что меня это не напугало. Я очень нервничал и боялся. Потом просто вспомнил, чему меня учил дедушка, и стал успокаиваться. Это была самая длинная ночь в моей жизни. Я добрался до места назначения без происшествий. Все это время мой космический путешественник ехал рядом на пассажирском сидении. Он посмотрел на меня, и улыбка скользнула по его лицу. Думаю, если кто-нибудь в тот момент увидел бы моего пассажира, он бы был просто шокирован. Добравшись до отметки в 80 километров, я развернулся и снова начал обратный путь. Шел очень сильный снег. Дороги были покрыты 10-сантиметровым слоем снега. На обратном пути космический корабль снова появился посреди дороги в том же самом месте, где я встретил его в первый раз. Звездный человек внезапно исчез. Через несколько секунд я увидел его перед кораблем. Пульсирующие огни очерчивали его форму, и в тусклом свете я уловил короткий и простой взмах рукой, направленный в мою сторону. А затем он исчез в ночи вместе со своим кораблем. Он рассказал мне, что его корабль вышел из строя. Они сели посреди этой дороги только для ремонта. Ему стало интересно, и он вышел на улицу, чтобы посмотреть, что такое снег. Они даже не поняли, что это шоссе из-за метели и большого слоя снега. Мое появление было для них большим потрясением, и в замешательстве они улетели без него. Они даже не ожидали, что кто-то может появиться тут ночью посреди бури. Им не разрешается вступать в какой-либо контакт с людьми, не беспокоились о том, что их обнаружили. Поэтому они незамедлительно улетели, оставив его одного посреди дороги в метель. При этом они сильно нарушили несколько основных правил своего путешествия. Он сказал мне, что это еще молодая команда и, скорее всего, потеряет свои права исследователей, если начальство узнает об этом. Он был очарован моим снегоочистителем и тем, как он работает. Он считал ее очень примитивной машиной, но ему она была очень любопытна. Он сказал мне, что люди слишком полагаются на свои машины, работающие на топливе и масле. Люди должны потратить свои знания на изучение использования магнитного двигателя, чтобы начать свои путешествия в космосе. Он не мог понять, почему наши ученые пошли в неверном направлении. Он никогда раньше не видел ни снега, ни сильного холода.
потому что на его планете погода никогда не меняется. Ему никогда не было так холодно за всю его жизнь, и он надеялся, что это никогда не повторится больше. Инопланетянин большую часть времени молчал, а я потерял дар речи. Я не знал, что можно спросить у этого человека со звезд, поэтому и молчал. После того, как он улетел, я придумал миллион вопросов, но когда это происходит рядом с тобой, все вылетает напрочь из головы. Он был маленького роста, у него была человеческая форма, но он не был человеком. Издалека он мог бы сойти за 10-летнего подростка. Его способность появляться и исчезать очень удивила меня. Я спросил его об этом, но он сказал, что каждый из его мира может так приходить и уходить. Он сказал мне, что и я тоже так могу это делать. Мне просто нужно было научиться правильно использовать свой мозг. Я, конечно же, не понял, что конкретно он имел в виду. На следующий день после того, как это произошло, пара офицеров пришла на работу и спросила, не сообщал ли кто-нибудь о странных огнях или НЛО в ночь шторма. Конечно, мой босс сказал им, что никаких отчетов не поступало. Я тоже не сообщал об этом никому, как и Эд, другой водитель. Я подумал, что лучше помалкивать, поэтому никогда не рассказывал о встрече с этим человеком со звезд. Когда появились военные, я тоже притворился полным тупицей. У меня не было никакого желания потерять работу из-за какого-то правительственного расследования. Кроме того, военные в любом случае и так слишком сильно контролируют этот штат. Да и странные люди в черных костюмах какое-то время следили за мной, хотя, возможно, это уже на грани какой-то паранойи. Совсем неудивительно, что многие рассказанную мной историю примут насмех и, улыбаясь, покрутят пальцем у виска. Ведь многие, подобно страусу, усердно пытаются спрятать свою голову в песок. Но есть и один маленький и незначительный нюанс во всем этом. Попробуйте рассказать нечто подобное тем, кого вы хорошо знаете, и станет тогда всем понятно, почему люди, подобные контакты с инопланетянами, пытаются утаить от всех. Так как никто не хочет потерять работу, любимых людей или попасть в психиатрическое отделение из-за своего рассказа. Гораздо проще промолчать. А поделиться таким со всеми могут только те, кому уже терять нечего. Но я не страус, и с удовольствием во всех подробностях выслушаю все ваши истории. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.